Всем привет! Меня зовут Мария. Добро пожаловать на мой вязальный канал. В этом видео предлагаю связать со мной такую вариацию джемпера поло. Вяжется регланом сверху и в конце вывязывается воротник. Пряжу я использовала. В основном это меринос, и икарный, и гребенной. Вот такая смотка. Итоговый метраж 278 метров на 100 грамм. Спицы для основного полотна и для воротника я брала 3,5. Для резинок на манжетах и по низу номер 3. И для ложной петлевки вот здесь по воротнику спицы 2,5. Моя плотность в квадрате 10 на 10 сантиметров, 19 петель и 28 рядов. Моя версия пола, она укороченная. Вы можете сделать подлиннее на свое усмотрение. Из-за длины джемпер получился у меня компактный и весит всего 347 грамм. Также, если вязать, например, на больший размер груди, желательно сделать здесь в районе груди дополнительные укороченные ряды, чтобы не подскакивал вперед. Размеры. Мой обхват груди 88 сантиметров, ширина пола в районе подрезов 54 сантиметра, длина передней регланной линии 24 сантиметра, тело от подреза вместе с резинкой 20 сантиметров, длина по переду от выреза горловины 30 сантиметров. Сама планка выреза 8 сантиметров в высоту и 3 сантиметра в ширину. Длина рукава от подреза 43 сантиметра. Ширина в районе подреза 20 сантиметров, а в районе манжета 11. Ширина горловины вот здесь 20 сантиметров. Воротник вместе с ложной петлевкой, вот это расстояние, 8 сантиметров. Сам росток у меня получился 5 сантиметров. Длина джемпера по спинке от горловины и до низа 43 сантиметра. И по размерам это все. Дальше будет немного фото примерки джемпера на мне и приступим к вязанию. И прежде чем приступить к вязанию, рассмотрим схему. Значит, всего нужно набрать 70 петель и плюс по 12 петель на планку, которая будет, получается, в начале 12 петель набираем итальянским набором, дальше 70 петель длинный хвост и заканчиваем 12 петель итальянским набором. Как я распределила петли? Получается, на спинку 18 петель, на каждый рукав по 9, регланные линии по 6 петель и немножко тут у нас по 5 петель еще переда. Зелеными цифры обозначены, это у нас углубление, мы с помощью укороченных рядов провязываем по спинке, то есть 2 точки разворота с одной стороны и с другой. И получается, дальше уже мы разворачиваемся в рукаве и 3 точки спереди, с одной стороны и с другой. Получается здесь 4, 3, потом 5, 4 и дальше на убавление. Еще расскажу, как я пришла к этой цифре,
какую мерку я брала за основу, чтобы рассчитать количество петель. Значит, по моей плотности у меня получается 19, давайте поближе, 19 петель у меня в 10 сантиметрах по образцу. Образец обязательно вяжем и стираем. Получается 1 сантиметр у меня 1,9 петли. Я взяла за основу обхват шеи в самом узком месте. У меня получается 32 сантиметра. Если умножить на 1,9, это получается 60,8 петли. Я округлила до четного количества, то есть до 60. Получается 60 петель у меня вышло. И это у меня на рукава и на спинку получается 60 петель минус. Я считаю сначала минус регланные линии. Это у меня получается 6 умножить на 4. Это 24. 60 минус 24 будет 36. 36 петель. И я их поделила на 2. 36 поделить на 2 будет 18. 18 петель на спинку и 18 петель на рукав, на каждый рукав. Нет, и 18 петель на 2 рукава. Получается 18 нужно поделить на 2. Получится 9 петель, это рукав. Рукав и 9 и 18 петель спинка. Вперед я, получается, не учитывала в эти расчеты, потому что все-таки шея в самом узком месте это не полностью, не полная горловина. Поэтому здесь только эти 60 петель, это только спинка и 2 рукава, плюс регланные линии. Если вывязывать росток, получается, делать вот эти точки разворота, то у нас по спинке прибавок получается больше, чем по переду. Потому что мы вывязываем сначала туда-обратно и в конце только доходим до переда. И у нас здесь меньше прибавок в регланных линиях. Получается на 5 прибавок по спинке у нас больше. Поэтому я добавила сюда по 5 петель наперед, чтобы уравнять количество будущих петель по переду. Тут такой получается своеобразный V-образный вырез. Здесь будут прибавки в каждом 4-м ряду. И получается мы вот эти 18 петель, которые у нас тут по спинке, мы их сформируем. Почему здесь 12? Потому что все-таки полая планка, ее нужно делить на 2. Тут будет ширина 6 петель и тут тоже. И получается здесь тоже будет 6 петель. 6 умножить на 3, 18 получается. И вот эти по 5 петель мы прибавили, чтобы уравнять ширину спинки с шириной переда. Вот такие вот небольшие расчеты. И приступаем к вязанию. Берем нашу нитку, берем спицы 3,5. Берем подлиннее хвостик, потому что мы будем набирать разным способом. Значит, берем нитку, вставляем спицу вот так вот и закручиваем такую вот петлю. И начинаем наш итальянский набор. Начинаем с изнаночной. Можно и с лицевой, это все равно. Главное, чтобы они были симметричны у нас по краям. Я начинаю с изнаночной. Вот так вот изнаночная. И вот так вот лицевая. Еще раз. Изнаночная и лицевая. И так набираем 12 петель. Получается у меня уже 5. И закончила я изнаночной. Это 12. Дальше мы набираем обычным способом длинный хвост 70 петель. Набрали здесь 5 петель после планки.
И ставим маркер. Маркеры ставим, которые будут у нас обозначать регланные наши линии. У меня маркеры несъемные, поэтому я ставлю в этом наборном ряде, чтобы было удобно. Если у вас съемные, можно в принципе и потом поставить. Вот такие вот у меня колечки. Итак, 5 петель, дальше 6 петель регланной линии. И опять ставлю маркер. Ну и дальше уже по нашей схеме расставляем маркеры и заканчиваем итальянским набором 12 петлями. Набрали, получается, 70 петель, расставили вот эти маркеры. По 9 у нас на рукав и 18 на спинку. И регланные линии по 6 петель. И заканчиваем 12 петлями итальянским набором. Смотрим, какая у нас здесь была вот, получается, изнаночная у нас. Значит, у нас здесь тоже изнаночная после вот этого набора. Берем, делаем изнаночную. Вот так. Еще раз. Вот это у нас изнаночная. И дальше лицевая. И так 12 петель добираем. Так, 12 у нас идет не итальянским набором, а обычным. Только нужно будет с другой стороны, получается, с этой зацепить, потому что у нас последняя изнаночная, 11, а 12 мы делаем вот таким вот способом. Вставляем спицу сюда и вытягиваем так, петлю и затягиваем. Это чтобы она у нас не распустилась. Итак, есть наборный ряд. И теперь нужно расставить маркеры укороченных рядов. Стягиваем так, чтобы удобно было. Вот они, наши точки разворота. То есть по 2 маркера, 4 маркера на спинку. Получается 5 маркеров на каждый рукав и 3 маркера с одной стороны переда и с другой. Цифры обозначены, это сколько петель отступать. Значит, от регланной линии по спинке 1 петлю и 2. А здесь 4, 3, 3, 3, 5, 4, 2 и 1. Я старалась так расставлять точки, чтобы они не совпадали с местами, где будем делать прибавки для регланных линий, чтобы удобно было вязать. Получается, у нас в регланных линиях тоже есть укороченные ряды, так как они достаточно широкие. Расставляем маркеры по схеме. Ставили все маркеры и приступаем к вязанию. Первый ряд у нас, получается, будет изнаночный. Здесь внимательно, чтобы эта наша планка не перекрутилась. Первую петлю мы снимаем как кромочную и начинаем вязание. Вот наша получается в изнаночном ряду, вот эта вторая петля, это лицевая. Лицевые мы провязываем, изнаночные снимаем и вяжем полую резинку. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. И заканчиваем, получается, вот такой вот лицевой. И дальше вяжем просто изнаночными петлями. Вяжем, значит, все маркеры мы переснимаем.
Вот так вот мы вяжем, все маркеры переснимаем и доходим вот до вот этого места. Получается регланная линия по спинке. Здесь захватим одну петлю спинки и будем разворачиваться. Поэтому вяжем все вот эти, получается, я сделала синие маркеры, все переснимаем. Синие и немножко фиолетовых. Так, вот наш маркер регланной линии. Мы его тоже пока просто переснимаем, потому что прибавки мы будем делать в лицевых рядах. В изнаночном просто переснимаем эти маркеры, чтобы знать, где делать прибавки. Довязали до спинки, вот получается наша регланная линия по спинке и 2 точки разворота. Провязываем одну петлю спинки. Снимаем маркер и разворачиваемся. Вы разворачиваетесь, каким способом вы обычно привыкли. Я разворачиваюсь обвитием. Обвиваю петлю. Получается изнаночная петля, нитка вот так вот за петлей. Переснимаем петлю, одеваем ее обратно. И получается она перекручивается ниткой. И вяжем, получается, в другую сторону. Здесь у нас уже лицевой ряд, поэтому довязываем до регланной линии. Вот наш маркер. Как мы будем делать прибавки? Значит, прибавки будем делать из петли нижнего ряда. Вот наша петля основная на спице, вот петля ниже. Мы ее вот так вот захватываем, одеваем на спицу и провязываем. И вот такая вот прибавка. Переснимаем маркер, вяжем регланную линию, 4 петли регланной линии и опять мы разворачиваемся. Снимаем маркер и теперь уже лицевую петлю обкручиваем ниткой. Нитка получается за петлей. Вот так вот переснимаем, одеваем обратно и разворачиваемся. Вяжем регланную линию. Просто все изнаночные маркеры мы переснимаем. Довязали мы до обвитой петли, которая у нас по спинке. Вот она такая вот обвитая. Зацепляем вот эту вот обвитую петлю. Одеваем ее на спицу. И провязываем вместе с изнаночной. Есть, подхватили. Вяжем еще одну петлю до маркера. Второй маркер у нас. Мы его снимаем и опять разворачиваемся. Точно так же, как уже делали. Вяжем петли спинки. И опять делаем прибавку. Точно так же берем петлю нижнего ряда, одеваем на спицу и провязываем. Переснимаем маркер. Вяжем петли регланной линии. Дошли до обвитой петли по лицевой стороне. Получается, мы ее, эту петлю, одеваем на спицу и провязываем вместе с лицевой. И заканчиваем нашу регланную линию. Здесь тоже нужно сделать прибавку, так как мы делаем прибавки в каждом лицевом ряду. Пересняли маркер. Вот эта петля, потому что здесь у нас как раз мы провязали уже. Поддеваем вот эту петлю и провязываем.
и вяжем до следующего маркера. И таким образом делаем укороченные ряды. Вот уже у нас с одной стороны провязано углубление по спинке, 2 точки разворота. Теперь вяжем рукав, снимаем маркер и разворачиваемся. Вяжем все изнаночные петли до, получается, вот этого синего маркера по регланной линии. Эти маркеры мы просто переснимаем, потому что мы их будем провязывать уже, получается, в лицевом ряду. Итак, пересняли маркеры, вот эти 2 по спинке и 1 маркер регланной линии. И довязываем уже до синего маркера. Снимаем его и разворачиваемся. Вяжем петли регланной линии. Вот наш маркер, мы его переснимаем и делаем прибавку, так как это лицевой ряд. Получается, мы делаем прибавку, вот если мы уже провязали эту петлю, то спускаемся на 2 ниже. Это если слева делать прибавки. Так вот, одеваем на спицу и делаем прибавку. Ну и точно так же по спинке делаем укороченные ряды. Снимаем маркер и разворачиваемся. Еще раз покажу обвитую петлю по изнанке. Одеваем ее на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Маркер регланной линии просто переснимаем в изнаночном ряду, провязываем 1 петлю рукава и снимаем маркер и разворачиваемся. 1 петля у нас рукава, и дальше делаем прибавку перед маркером, чтобы у нас всегда маркер отделял вот эти 6 петель. Нужно найти петлю нижнего ряда, вот она, одеваем ее на спицу и провязываем, переснимаем маркер, вяжем 6 петель регланной линии и делаем вторую прибавку. Переснимаем сначала маркер, 1, 2, 3. И вот такие вот у нас прибавки. Довязываем до 2 маркера по спинке, обвитая петля, захватываем ее, снимаем 2 маркер и разворачиваемся. Довязываем до вот этого маркера, и дальше уже, получается, мы вяжем все петли спинки туда и обратно, пока все маркеры у нас не закончатся. То есть довязываем укороченные ряды по рукавам и дальше по переду. И когда все маркеры закончатся, довязываем, получается, еще 12 петель планки до конца, чтобы у нас совпадало, получается, совпадали у нас ряды. Покажу схему. Значит, отвязываем все укороченные ряды туда-обратно и там встретимся. Отвязали все укороченные ряды и вот довязываем изнаночный ряд до конца. Последняя обвитая петля. И дошли до петель планки. Их точно так же мы вяжем лицевую, изнаночную снимаем,
лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так до конца. Последнюю провяжем лицевой. Вот так вот выглядит наш росток и регланные линии. Дальше вяжем уже от начала и до конца ряд, не забывая, что в планке мы делаем, получается, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Первую как кромочную снимаем, а в конце провязываем лицевой. И будем делать прибавки. Нужно провязать еще, получается, 2 ряда, вернее 1, но так, чтобы было удобно делать. Это будет 3-й ряд лицевой, 4-й изнаночный, в 5-м лицевом сделаем прибавку здесь, чтобы делать V-образный вырез. И еще будем делать укороченные ряды по планке, чтобы она у нас была той же длины, что и полотно. Вяжем сейчас лицевой ряд, изнаночный, и дальше, получается, будет 5-й лицевой от вот этого места, от начала, потому что здесь у нас больше рядов. Так, 5-й ряд полой резинки этой нашей планки провязали и делаем укороченный ряд. Вот последняя изнаночная петля, которую мы пропускаем, мы ее не провязываем, и захватываем лицевую полотна и ее обвиваем. И провязываем еще 2 ряда, получается, нашей полой резинки. В каждом ряду мы провязываем лицевые, а изнаночные снимаем. Так, провязали петли планки и подхватываем нашу обвитую петлю и провязываем еще одну лицевую и сделаем прибавку. Прибавки будем делать точно такие же из петли нижнего ряда. С одной стороны и с другой точно так же, не довязывая, получается, 2 петли лицевые до планки. И будем делать так прибавки в каждом 4-м ряду всего 6 раз. И параллельно вяжем регланные линии, прибавки в каждом лицевом ряду и прибавки для выреза. Петли планки, получается, у нас совпадают. Нужно делать укороченный ряд в том же ряду, в котором мы делаем прибавку для выреза. То есть каждый 4-й ряд. Делаем дополнительные 2 ряда по полой резинке. С одной стороны и с другой. Итак, что же мы имеем? Отвязаны наши 6 прибавок по вырезу. Вот как они выглядят. И после последней прибавки отвязаны еще 4 ряда, чтобы сделать еще раз укороченные ряды по планке, чтобы она вот такая вот была вытянутая. Здесь приблизительно 9-10 сантиметров вот это вот расстояние планки. И нужно уже соединять вот так, чтобы был вот такой вырез. Но для начала нужно сократить вот здесь количество петель, чтобы было не слишком у нас вот здесь вот толстое полотно, потому что получается здесь сразу 4 слоя. Поэтому сделаем, чтобы было 2. В изнаночном ряду получается всего вот здесь вот отвязано 28 рядов полой резинки. И получается сейчас будет 29 ряд. И в этом ряду мы будем сокращать петли. Будем провязывать по 2 вместе. Получается вот наша лицевая сторона, поэтому здесь мы должны провязать по 2 изнаночных вместе.
Начинаем вот с вот этой кромочной, вставляем спицу и сразу же зацепляем и первую вот эту нашу лицевую. И провязываем изнаночной петлей вот эти 2 петли. Смотрим, чтобы у нас тут все было ровно, не перекручено. И дальше вот так вот по 2 петли. Если у вас петли развернуты по-другому, смотрите, чтобы было вот так. То есть правая стеночка, чтобы была с этой стороны, ближе к нам. И вот берем вторую лицевую, сразу 2 петли захватываем и провязываем изнаночной. И дальше повторяем действие. Всего должно получиться таких 6 таких петель. И вот у нас тут еще была обвитая петля, мы провязывали укороченные ряды по планке, поэтому провязываем обвитую петлю тоже. И вот с этой стороны у нас получается лицевая гладь. Дальше вяжем изнаночный ряд полностью и встречаемся здесь возле второй планки. Довязали изнаночный ряд до второй планки и здесь действуем также. Тоже нужно провязать по 2 вместе изнаночными. Только у меня здесь петли развернуты неправильно. Я буду их разворачивать вот таким вот образом, чтобы с изнаночной петли провязывать сразу 2 вместе, вот и захватывая вот эту лицевую. Вот так. Разворачиваем петли. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И последние 2. Эту можно не разворачивать, потому что она у нас лицевая. Заходим с кромочной и 2 вместе провязываем. Есть. И теперь нужно соединить. Накладываем, получается, правую. Для этого нужно взять еще одну спицу дополнительную, чтобы переснять вот эти вот 6 петель планки. Берем, переснимаем. Пересняли 6 петель. И накладываем правую сторону на левую, чтобы она была сверху. И вот так с 2 спиц захватываем по одной петле, одну и вторую, и провязываем 2 вместе лицевой. И так дальше. Аккуратно. И последние. Все. Вот получается мы соединили наши 2 планки. Дальше мы вяжем по кругу. Получается, начало ряда у нас будет здесь. Так как у нас лицевая гладь и нет узора, в принципе, это приемлемо. Здесь будет начало ряда, и в регланных линиях теперь нужно делать прибавки в каждом втором ряду. Если мы делали в каждом лицевом,
то теперь нужно отсчитывать, чтобы это был каждый второй ряд. Каждый второй лицевой ряд. Вот, и вяжем по кругу. Здесь уже индивидуально. Ориентируйтесь, какой высоты пройму хотите. Ориентируйтесь на регланную линию. Можно примерять и примерно смотреть, сколько нужно вязать нам до разделения на рукава и тело. Вяжем по кругу и делаем прибавки в регланных линиях точно так же в каждом втором ряду. Итак, пришло время отделять рукава от тела. Значит, от нашего выреза здесь отвязано 26 рядов. Приблизительно 9-9,5 сантиметров. По регланной линии передней это плюс-минус 22 сантиметра. Именно вот здесь, потому что тут у нас укороченный ряд плюс 2. Вот ближе, получается, к переду, здесь, если мерить, то где-то 22 сантиметра. И 62 ряда. Вот, теперь вяжем 27 ряд, получается, будет у нас от выреза. И довязываем регланную линию и переснимаем петли рукава. Можно переснять на нитку, можно на леску дополнительную, тросик, что у вас есть. И получается, будем уже отдельно вязать тело. Сделаем подрез и подберем далее петли спинки. Значит, довязываем здесь, получается, 27 ряд. Регланные линии у нас пойдут вперед и в спинку, а рукава будут у нас без регланных линий. Вяжем. Провязали петли переда, и здесь уже у нас регланная линия. Здесь у нас как бы должна идти далее прибавка, но мы уже не делаем, потому что здесь у нас, получается, мы уже довязали все без прибавок эти ряды, и здесь уже не нужно делать прибавку. Просто уже снимаем эти маркеры, они уже нам не понадобятся. Провязываем 6 петель регланной линии и переснимаем петли рукава. Можно сделать подрез. Как мы будем делать подрез? Всего подрез будет 7 петель, и одну петлю, которая будет по центру подреза, будем делать изнаночной, чтобы имитировало нам шов. Делаем просто вот такие вот воздушные петли и затягиваем 7 раз. Вот так. Вот такой вот у нас будет подрез, 7 петель. И получается 4-я петля этого подреза, это будет изнаночная. Переснимаем все петли рукава и дальше спинка. Я пересняла петли рукава на нитку. И теперь можно вязать дальше спинку. Здесь уже один маркер у меня слетел. И вот так вот вяжем дальше петли спинки. И точно так же делаем там подрез и переснимаем петли второго рукава. Здесь можно, в принципе, регулировать, как вам по размеру больше подходит. Можно продолжить, например, регланную линию, если такая потребность есть. Можно сделать шире подрез и рассчитать на свой размер. Но сильно широкие подрезы не делайте, потому что бока могут тогда провисать. Вот, поэтому смотрите, как вам. У меня получается, что ширина переда 88 петель и плюс регланной линии, то это получается 100 петель наперед и 100 петель на спинку. Мне, в принципе, это нормально будет. Где-то 55 приблизительно сантиметров ширина у меня будет в районе груди джемпера. Вот. Но вы смотрите, здесь можно, в принципе, отрегулировать и под свой размер. Поэтому вяжем. И не забывая делать здесь изнаночную петлю, чтобы потом было легко ориентироваться. И при стирке, например, раскладывать, чтобы бока у нас были ровные. Вот, вяжем. И тут тоже, какой хотите длины,
От подреза можно вязать тело. Можно длинный, можно короткий джемпер, какой вам хочется. Итак, отвязали тело. Вот как выглядит имитация шва. Наша петля изнаночная по центру подреза. Я делаю укороченный вариант, поэтому у меня тут 40 рядов отвязано лицевой гладью. Это где-то 14-15 сантиметров. И плюс резинка. Резинка 15 рядов и закрытие. Эти 15 рядов приблизительно 4,5 сантиметров. И вот такое вот закрытие называется или исландское, или ирландское. Я покажу, как это делать на примере рукава. Рукав я уже один отвязала, вот. И у меня как раз здесь нужно закрыть петли. Показываю, как закрывать. У меня здесь резинка 2 на 2. Еще здесь получается вот этот шов, имитация шва, у меня переходит дальше в резинку 2 на 2. Так совпало, что у меня по количеству петель здесь как раз для резинки 2 на 2 количество этих петель. Но если не совпадает, можно где-то убавить, где-то прибавить, чтобы была резинка 2 на 2. А здесь получается не 2 изнаночные, а одна так и продолжается, как будто бы шов. Вот. И как же делать такое закрытие? Для этого будем немножко переставлять петли, чтобы они стояли удобные для нас стеночкой. Вот наши первые 2 петли. Вставляем спицу в первую петлю. Это уже у нас тут лицевые. Их не нужно разворачивать. Вот так вот вставляем. И сразу же поддеваем следующую, вторую петлю лицевую. Вот так. Помогаем ее как бы перекрестить. И провязываем лицевую петлю. И вот эту спускаем. Дальше опять одеваем. Тут изнаночные петли нужно переставить. Они у меня стоят не той стеночкой. Нужно, чтобы правой ближе были. Переставляем. Одеваем эту петлю, которая у нас получилась. И опять точно так же поддеваем следующую. И из нее вывязываем лицевую. И снимаем. И дальше у нас действия повторяются. Одеваем эту петлю, которая получилась, на спицу. Следующую петлю вот так вот зацепляем и провязываем лицевую. И снимаем. Дальше у нас идут лицевые. Мы их не переставляем. Точно так же поддеваем вторую петлю и провязываем лицевую. Снимаем. Можно так это делать крючком, если, например, неудобно спицами. Можно тоже это крючком делать. И вот такой вот край у нас получается. Дальше изнаночные нужно опять переставить. И продолжаем закрывать. Одели. Зацепляем вторую петлю. Как бы одеваем первую на вторую. И провязываем лицевую. Опять одеваем. И так до конца закрываем. Сильно тут не затягивайте, но и не слабо, чтобы так более-менее было эластично. Так, заканчиваем закрывать наши петли. И вот эту, получается, нитку мы обрезаем.
с небольшим запасом. И вытягиваем. Берем крючок, чтобы вот этот стык спрятать. Ну, просто эту ниточку, ну вот, например, вставим вот так вот. И вытянем наизнанку. Ее можно будет еще раз где-то поддеть и спрятать. Вот такой вот край получился. Потом на изнанке спрячем эту нитку. Это вот такой вот у нас получился манжет. Здесь резинка тоже на троечке, как и по низу. Если основное полотно на 3,5, то резинки все на тройке. И теперь покажу, как же набирать рукав. Вот наша пройма. Для рукава берем короткие спицы 3,5 и будем вязать по кругу. Наберем здесь сначала петли, вот эти все, которые на нитке, а потом уже петли подреза. Вот так вот берем, поддеваем, и потом я покажу, как петли из подреза набирать. Одели все наши петли на спицы открытые. Тут у нас такой промежуток. Возьмем вот эти вот эту вот петлю и оденем, потом провяжем ее как одну, чтобы эту дырочку эту забрать. И дальше у нас петли подреза. Смотрим внимательно. Если они перевернутые, вот 1, 2, 3 и 4 изнаночная, вот они получаются в другую сторону у нас смотрят. Мы как раз из них и вытягиваем. То есть у нас как будто бы тут будет шов. Как будто мы вязали в одну сторону и в другую, и потом зашили. Получается вот петля перевернутая. Мы, получается, чуть ниже нее вставляем спицу вот сюда. Берем нитку и вытягиваем первую петлю из подреза. Дальше рядышком вот вторая перевернутая. Из нее опять вытягиваем. То есть у нас тут тоже будет 7 петель, как и мы добирали. Дальше третья. Третья петля есть. И теперь из изнаночной, вот из этой, тоже поднимаем петлю. Это у нас 4-я. Дальше перевернутая на ряд ниже. 5-я, 6-я и 7-я петля. Вот здесь в этом месте точно так же зацепляем вот эти вот 2 дужки. Вернее, мы уже их провязываем. Если там мы просто зацепляли, то здесь мы их провяжем. Надеваем на спицу, провязываем лицевой скрещенной. Вот так, чтобы спрятать дырочку. И дальше вяжем по кругу. Здесь в подрезе точно так же будем продолжать нашу имитацию шва. То есть это будет у нас дальше продолжаться изнаночная петля. И вяжем так по кругу рукав. Здесь у меня есть убавки. Вот получается в 7-м ряду, в каждом 7-м ряду у меня здесь убавки.
Вот этот шов наш по одной лицевой от шва и вот убавки по 2 петли вместе. Здесь получается с наклоном влево и с наклоном вправо по 2 петли провязаны. Вяжем убавки. Всего таких парных убавок у меня 13. А рукав получился 99 рядов лицевой гладью, а резинка 20 рядов, резинка 2 на 2. Здесь, чтобы перейти на резинку 2 на 2, я, получается, убавила 2 петли, и этот шов как бы у меня уже здесь не продолжается. Просто резинка 2 на 2 и закрытие. В сантиметрах у меня рукав получился где-то 35,5. Это вот это лицевой гладью, а резинка где-то 6 сантиметров. То есть в итоге где-то получается 40-41 сантиметр длина рукава от подреза. Вот. Значит, рукав 99 рядов и резинка 20 рядов. И закрытие. Парных убавок 13 раз убавили. Вяжем рукав и дальше уже будем вязать воротник. Приступаем к воротнику. Для этого берем спицы 2,5 и сделаем такую небольшую стоечку в виде 4 рядов полой резинки. Для этого будем поднимать петли по изнанке. Это будет наш нулевой ряд. Вот так вот смотрим, где у нас первая петля будет. Вот наша косичка, которая образовалась в результате набора длинный хвост и переход на итальянский набор. И вот между ними вот такая вот вытянутая есть петля или косичка. Вот. Вот отсюда будем вытягивать нашу первую петлю. Берем нитку и вытягиваем первую петлю. Для полой резинки нам нужно, получается, чтобы были петли и по этой стороне, и по той. Поэтому после каждой петли мы делаем накид. И дальше уже смотрим. У нас вот такие вот косички, и из каждой косички вытягиваем петлю. И сразу же накид. Здесь, в принципе, можно захватывать вот вместе с вот этими. Это у нас были укороченные ряды. Чтобы было красивее, давайте так и сделаем. Еще раз. Первая петля накид, дальше подхватываем косичку и вот эту вот, которая длинная у нас петля, обвитая была, вытягиваем и опять накид. И дальше ориентируемся на наши косички. Вот они. Одна, вторая, третья. Не забываем про накид. Вытягиваем петлю. И сразу же накид. Вот наша косичка. А мы захватим еще вот эту. И вытягиваем. Делаем накид и продолжаем. И так до конца. Ориентируемся на вот эти вот наши косички. И доходим до второго такого места возле планки. И подняли все нужные нам петли. И вот последняя у нас вот такая вот она вытянутая. Втягиваем петлю и заканчиваем накидом. Так, подняли. Это будет наш нулевой ряд. И теперь нужно провязать еще 4
полой резинкой. Не забываем, что у нас здесь накид. Можно его распустить и просто перенести на правую спицу. Вот так. И смотрим, какие у нас тут петли. Значит, вот это у нас первая как изнаночная и следующая как лицевая. А мы в каждом ряду изнаночные снимаем. Снимаем. Вот наш накид, это тоже будет петля. Можно его перекрутить в другую сторону. Вот так. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Ну, делаем точно так же, как мы вязали нашу планку для горловины. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Только делаем это на спицах 2,5. Последнюю кромочную вяжем лицевой. Вяжем так 4 ряда. В каждом ряду лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Так, готовы 4 ряда полой резинки. 2 с одной стороны и 2 с другой. И теперь 5-й ряд будем делать наоборот. Только один ряд сделаем наоборот. То есть в этом ряду, получается, мы будем вязать изнаночные, а лицевые будем переснимать. Снимаем кромочную и вяжем первую вот эту петлю, провязываем изнаночной. Нитка перед петлей вот этой лицевой, мы ее переснимаем и вяжем, получается, следующую изнаночную. Этот ряд, получается, у нас будет как переход на воротник. И чтобы был такой у нас тут перегиб. Зафиксируем, получается, вот это полое вязание. И так вяжем. Значит, нитка перед петлей, лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Вот так вот у нас будет такой вот ряд, но он будет прятаться под воротник. Тут у нас будут все лицевые. Вяжем так до конца. Связываем ряд до конца. Получается у нас предпоследняя лицевая и кромочную провязываем лицевой. Вот такой вот у нас получился ряд. По этой стороне, получается, у нас будет больше рядов, чем по этой. Здесь у нас только 2 лицевых, а здесь уже получается 3. И сейчас, получается, будем вязать 4-й. На 2 ряда у нас будет разница, если смотреть по изнанке. Теперь вяжем уже основной воротник. Для этого уже можно взять спицы наши основные, 3,5, чтобы плотность у нас была приблизительно как в планке. И дальше вяжем опять нашей полой резинкой весь воротник, то есть лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Здесь может быть немножко в начале тяжело, потому что петли с спицы 2,5 не такие длинные, но аккуратно, не спеша. Вот изнаночная, мы ее снимаем и вяжем обычным нашим стандартным вязанием полой резинки. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Аккуратно, чтобы петли не соскочили, потому что они вот такие вот маленькие. Вяжем так до конца. И дальше уже будем вязать воротник. Сколько нам нужно длины. Также можно делать прибавки, чтобы сделать такой острый уголочек у воротника.
Прибавки делаем точно такие же, как мы уже делали, из петли нижнего ряда. Вяжем воротник. Можно с прибавками, можно без. Смотрите, как вам больше нравится. Так, какие же нюансы вязания прибавок в воротнике? В принципе, можно вязать и без прибавок. Тогда воротник вот так вот и ляжет в стороны. И угол у воротника будет прямой. Но можно немножко заострить эти уголки. И для этого нужно делать прибавки. Помним, что у нас здесь по изнанке на 2 ряда всегда больше, чем здесь. Здесь, например, если посчитать вот нулевой ряд, 1, 2, 3, 3 ряда. А если по изнанке нулевой ряд, 1, 2, 3, 4, 5, здесь 5 рядов. То есть тут 3 и тут 5. Всегда прибавки будем делать в этом ряду, то есть который у нас по лицу. Сначала здесь, потом уже по изнанке. Для того, чтобы было удобнее, можно отметить маркером, где эти прибавки будут. Ну, например, кромочную не в счет, а отделим, например, по 2 петли изнаночных и 2 лицевых. То есть всего отделим, получается, 5 петель от края. С одной стороны и с другой. Отметили маркером место, где будем делать прибавку. И вяжем нашим полым вязанием. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Дошли до маркера. Получается, делаем прибавку из петли нижнего ряда. Одеваем ее на спицу и провязываем лицевой. Получается, у нас здесь уже 2 лицевые между 2 изнаночными. Поэтому в этом же месте нужно будет сделать так, чтобы у нас опять чередовались петли, лицевая и изнаночная. Маркер оставляем и вяжем дальше до следующего маркера. Так, дошли до маркера, который у нас отвечает за прибавку. Переснимаем его. Здесь у нас изнаночная. Мы ее переснимаем. И если там мы провязывали сначала лицевую и делали прибавку из петли нижнего ряда, то здесь зеркально сначала вытягиваем прибавку из петли нижнего ряда и уже провязываем саму лицевую. Дальше изнаночную снимаем, лицевую провязываем, кромочную провязываем лицевой. Разворачиваемся и делаем теперь прибавки по изнаночной стороне. Это изнаночная сторона самого тела, но это будет лицевая сторона воротника. Здесь нужно будет переставить нам петли, чтобы они чередовались. Так, снимаем кромочную, изнаночную тоже снимаем, провязываем лицевую, изнаночную снимаем. И здесь у нас получается 2 изнаночные, потому что у нас здесь прибавка. Поэтому мы сначала просто их переснимем, вот так, 2, и сделаем прибавку, точно такую же. Провязываем лицевую и вытягиваем петлю нижнего ряда, чтобы сделать прибавку. Дальше мы переставим эти петли, чтобы чередовались изнаночные и лицевые. Маркер снимем, потому что он у нас переместился не в ту сторону. У нас было 5 петель от края. Когда мы переставим петли, поставим опять маркер, чтобы эти 5 петель у нас отделялись, чтобы знать, где в следующем месте делать прибавку. Так как у нас тут идут сразу 2 петли, то маркер неудобно переставлять. Вяжем так и здесь тоже прибавку.
И переснимаем 2 петли изнаночные. Дальше я уже покажу, как, в принципе, переставить, хотя тут не сложно. В общем, вяжем дальше воротник полым вязанием. И с этой стороны у нас мы довязали опять до маркера. Точно так же снимаем его. И вот у нас получается 2 изнаночные. Мы их переснимаем вместе. А здесь у нас должна быть прибавка из петли нижнего ряда. И довязываем до конца. Так, теперь в следующем ряду нужно поставить петли в правильном порядке, чтобы они у нас шли изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, эту изнаночную снимаем и меняем местами петли. Вот у нас изнаночная и следующая лицевая. Их нужно поменять местами. У меня здесь много ниток, нужно аккуратно. Так, поддеваем и переставляем. И с другой стороны тоже переставим, чтобы было удобно вязать. Дальше вяжем какое-то расстояние без прибавок. И потом, например, в каждом 4-м ряду будем делать прибавки. Но так как это полое вязание, это получается здесь у нас 4-й ряд именно по одной стороне. Если считать вот так вот ряды, то в каждом 4-м с одной стороны и в каждом 4-м с другой. Поэтому внимательно. Всегда начинаем первую прибавку делать по вот этой стороне. То есть если по телу смотреть, то по лицевой стороне, а если по воротнику, то по изнаночной. Потому что вот эта сторона у нас будет вот так прятаться. А с этой стороны это получается у воротника лицо. Поэтому по этой стороне всегда будем делать первую прибавку, а уже вторую по этой. Так, доделываем воротник. Вот как выглядят прибавки. Всего их 5 получается. В каждом 4-м ряду по одной стороне и по другой. Если считать ряды полого вязания, то нужно, получается, умножать на 2, так как у нас в одном ряду провязываются только с одной стороны петли. А если смотреть, как будто бы это у нас просто лицевое вязание, то в каждом 4-м ряду прибавка. Вот 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 и 4. И таких 5 прибавок. Получается с этой стороны и с этой. И всего получается отвязано 40 рядов полой резинки. Но если считать так, по одной стороне, то здесь 20 рядов и здесь 20 рядов. В сантиметрах это приблизительно 7,5 сантиметров. Можно, если хотите сделать больше воротник, можно меньше. Тут уже по желанию. И дальше закрываем иглой. Нужно обрезать нитку. Отмеряем чуть больше 3 длин всего вязания. Отрезаем и берем иголку. Я закрываю петли по вот этой стороне, где у нас изнанка воротника и лицо тела. Первая петля. Вставляем иголку вот так. И прошиваем. К этой петле мы еще вернемся. Снимаем ее вот так аккуратно. И затягиваем не сильно.
Дальше изнаночная. Вставляем иголку вот таким вот образом, чтобы ее развернуть. Вот так. И снимаем. Тоже прошиваем. Дальше возвращаемся к лицевой, вернее, кромочной. Она выглядит как лицевая. Вставляем вот так иголку в нее. Получается от себя. И сшиваем ее со следующей лицевой петлей. Ее вот так вот тоже на себя как будто бы разворачиваем петлю. И сшиваем 2. Возвращаемся к изнаночной, которую прошили 1. Вот она. Вставляем иголку, получается вот так вот на себя. И сшиваем со следующей изнаночной. Следующую изнаночную нужно тоже развернуть вот так, как будто бы ее раскрываем. И сшиваем 2 изнаночные. Дальше уже чередуем. Сшиваем лицевые и изнаночные. Вот эти петли хорошо видно, они вытянутые. Вот лицевая и следующая лицевая. Сшиваем их симметрично друг к другу. Теперь изнаночные. Можно вот так отвернуть, они с этой стороны будут как лицевые. И удобно будет ее найти. И точно так же ее разворачиваем, чтобы они тоже были симметричны друг к другу. Вот так. И сшиваем. Еще раз покажу, как сшить лицевые. Вот наша лицевая петля. Если запутались, можно подтянуть нитку. Вот она. Нитка, которую мы зашиваем. И она показывает нам эту петлю. Вставляем в лицевую. Получается, в одну, в правую мы вставляем вот так вот. Получается, левая стенка к нам, на нас смотрит, а левая петля смотрит правой стенкой. Сшиваем. И теперь изнаночные. Вот наши изнаночные. И вторая. И зашиваем так до конца. Так, заканчиваем зашивать наш воротник. Сшиваем лицевые. Дальше изнаночные. Получается вот это изнаночная и кромочная. В кромочную вставляем иголку вот таким образом. И еще раз прошьем лицевые. Вот эту лицевую и кромочную. Все, нитку можно будет спрятать. Вот такой вот получился воротник. И теперь можно постирать. Вот я уже постирала и высушила поло. Стирала, как обычно, руками и отжимала в полотенце. Изделие вышло очень удачное. На мой вкус, думаю, буду часто надевать, так как цвет вышел довольно базовый. Спасибо, что вязали со мной. Как всегда, если есть вопросы, пишите, я с радостью отвечу. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!